Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні поділюсь з вами рецептом смачного хліба, дуже смачного, з додаванням цільнозернового борошна. Всередині він вологий, гарно зберігається, довго залишається м'яким, а готується тісто дуже просто. В первую очередь поставлю опару. В миску для замеса выливаю теплую воду, добавляю пол чайной ложки меда из общего количества и перемешиваю до его растворения. Дрожжи всегда замешиваю на прессованных. Если пользуетесь сухими, то берите сухие и активные. На них тоже можно поставить опару. Они выдерживают длительное брожение, обминки. И взять их надо в 2,5 раза меньше, чем прессованных. Белой муки по рецепту надо взять 400 грамм, цельнозерновой 300. Вот такую беру муку. Цельнозерновая с белком 9,6 грамм, а высший сорт 13,46. Отсюда отбираю столовую ложку полную с горкой. Добавлять ее буду в конце замеса. И в рецепте напишу, сколько мне в итоге понадобилось муки высшего сорта. Соединяю муку, перемешиваю. Вот дрожжи уже просыпаются. И добавляю 5 столовых ложек, набираю полные с горкой. Опара должна получиться однородная, не очень густая, но и не жидкая. Накрываю пленкой и отставляю в сторону. Пока опара подходит, я подготовлю остальные продукты. В пиалку выливаю 200 грамм воды. Для опары брала 250, для продуктов 200. Высыпаю сюда солод, добавляю соль. Сейчас можно взять воду погорячее. Солод надо разводить в горячей воде. Перемешиваю. И вот вода уже немного остыла. Сюда же мед. И растительное масло. Здесь 2,5 столовые ложки. Сюда добавляю 2. А пол ложки оставляю для вымешивания теста. Все, соль полностью растворилась. Осталось только дождаться, когда подойдет опара. За 25 минут опара хорошо подошла. Выливаю сюда подготовленные продукты. Они приятно теплые. И перемешиваю все это до полного соединения. Мед и солод очень хорошо сочетаются в этом хлебе. Не заменяйте мед сахаром, не исключайте солод. Его сейчас не проблемно купить. Вот у нас он продается в магазинах для кондитера. Если у вас таких магазинов нет, заказывайте через интернет. Я уверена, вам понравится этот хлеб. Готовить его будете часто, и солод вам понадобится. Высыпаю всю муку. Оставляю только ту, высший сорт, которую отобрала. И замешиваю тесто. Возможно, вам оно покажется очень мягким, но не спешите добавлять муку. Вымешивайте сразу лопаткой, пока оно начнет собираться в комок, а потом рукой. Вы с ним обязательно справитесь. Если у вас есть машина, замешивайте машиной на невысокой скорости. Включайте сразу первую до полного соединения продуктов. А потом можно немножко помесить и на второй. Ну и вот теперь домешиваю руками. Рукой вы почувствуете, что тесто уже не настолько и мягкое. Тем более оно сейчас комковатое. Вымешиваю до однородности. Вымешивайте как вам удобно. Я уже в нескольких видео показывала, как в миске замесить мягкое тесто. Сразу вот таким вот способом. Поднимаю все с донышка и вымешиваю, пока тесто получится более однородным. А потом путем растягивания. И захватываю не только пальцами, а набираю полную ладошку. Таким образом меньше устает рука. И вам легче будет вымесить тесто. Покажу с этой стороны. Посмотрите, как оно уже хорошо отходит от миски, несмотря на то, что липкое. Прилипает к руке сильно, но отрывается. Чтобы получилось такое тесто, муку высшего сорта берите с более высоким белком. Я взяла широкую миску, чтобы легче можно было в ней замесить тесто. Уже заметно, как оно начинает выглаживаться. Вот теперь можно по чуть-чуть добавлять муку. Просто подпыляю тесто, чтобы оно стало чуть-чуть плотнее. С цельнозерновой мукой оно получается другое. Снова подпыляю.
Вы же смотрите по своему тесту. Может быть, вы взяли высший сорт с более высоким белком, и вот эта вот мука вам уже и не понадобится. Или понадобится, но не вся. Все, этой муки достаточно. Вы сами по тесту поймете. И я говорила, на цельнозерновой муке оно другое. Под рукой бухтит, очень приятно его замешивать, приятно с ним работать. И очень вкусный получается хлеб. В самом конце обливаю растительным маслом, но выливаю не все, а поделю на 2 приема. Первую порцию вымешиваю до полного соединения с тестом. Чем дольше вы его помесите, тем более эластично оно получится. И выпечка на таком тесте будет более красивая, вкусная, и структура ее намного лучше. Вот уже тесто хватается за пальцы. Посмотрите, снова вот такое вот липкое. Выливаю последнее масло и опять вымешиваю. Вот такое должно получиться тесто. Месить его достаточно. Однородное, эластичное, очень мягкое, при сильном нажатии липкое, но на руках не остается. Не надо его забивать мукой. Миску смазала маслом. Коврик тоже немного смазываю. Вот такое тесто, оно легко отходит от миски. Но видно, что очень мягкое. Хорошо вымесилось. Слегка смазываю маслом и подкатываю тесто в шар. Сильно давить его не надо, только округлить. Вот таким вот образом. Гладкое тесто, красивое. Накрываю пленкой и оставляю для подъема. Сколько понадобится времени, скажу позже. Пока тесто подходит, я подготовила формы. Хорошо их смазала размягченным сливочным маслом. Мукой присыпать не надо. Тесто подходило при комнатной температуре 50 минут. Хорошо подросло. Делю его на 2 равные части. Получается по 620 грамм. Лучше, конечно, тесто взвешивать, чтобы хлеб получился одинаковым. Посмотрите, какое красивое тесто. Раскатывать это тесто не надо. Просто делаю из него батончик, складываю краешки в середину, защипываю шовчик, слегка подкатываю и выкладываю форму. Их размеры по донышку 20 на 9, кверху расширяются, а высота бортиков 7,5 сантиметров. Главное, чтобы верх этого батончика был гладким. Не сильно перетягивайте, не надо его уплотнять, тем более не делайте ему после подъема обминку. Так тесто подойдет быстрее. Когда формируете хлеб, оно и так обминается, выдавливается из него углекислый газ, и этого будет достаточно. Снова накрываю пленкой и точно так же при комнатной температуре оставляю для подъема. Прошел 1 час. Я уже включила духовку, температура 190 градусов. Минут через 5 она нагреется и буду выпекать. Без пара, без ничего. Просто вот так вот ставлю в духовку. Посмотрите, какая гладенькая корочка. Красивый хлеб. Хлеб полностью готов. Выпекался он 35 минут при температуре 190 градусов. Первый уровень духовки снизу, чтобы хорошо подпекалось донышко и стенки. Режим подогрев вверх-вниз без конвекции. На готовность проверяла деревянной шпажкой. Прокалываю в самой середине, где хлеб пропекается дольше всего. На выходе она сухая, значит тесто пропеклось. По желанию можете смазать сливочным маслом, а можете и не смазывать. Давайте я 1 хлеб смажу для наглядности, а второй оставлю вот таким вот. Тоненькой лопаткой прохожу между хлебом и формой. Только вот здесь вот сверху, там он точно не прилипнет, потому что форма хорошо смазана. Сразу же выкладываю на решетку, чтобы он там не парился и не мокрел. Хорошо пропекся. И бока запеклись, и донышко не подгорело. Хотя выпекался хлеб на самом нижнем уровне духовки. Вот такой вот мягкий. Корочка еще присутствует и в одном, и в другом хлебе, несмотря на то, что этот смазала сливочным маслом. Но при остывании она отмякнет. Посмотрите, какой он сверху ровный. И бока не подорвались. Значит, он достаточно подошел перед выпечкой. И в таком виде оставляю до полного остывания. Прошло 1,5 часа.
Хлеб будто бы остыл, но, думаю, в середине он еще немного теплый. Корочка за это время отмякла, и она одинаково мягкая как на одном хлебе, так и на другом. Хлеб очень мягкий. Разрежу, покажу, какой он внутри. При нарезке не крошится, осыпаются только крошки с корочки. Да, в середине он еще немного теплый, но мякиш ножом не заминается. Хлеб пористый, корочка тоненькая. И у него очень приятная структура. В меру жевательный. Я говорила, что внутри он влажный, не рассыпается, не крошится. Видно, что не сухой. Хлеб получается очень вкусный, вкусный и ароматный. Готовьте с удовольствием и приятного вам аппетита. Я уверена, что рецепт у вас приживется, і этот хліб ви будете готувати часто. Ну, якщо вам подобаються мої рецепти, діліться ними з друзями, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Щиро дякую за вподобайки. А постійним спонсорам мого каналу за підтримку та допомогу. Мені дуже приємно, що ви так цінуєте мій труд. І як завжди, бажаю вам всього найкращого.